Черепашки-ниндзя боевая четверка в 2024 году. Два журнала в одном. Вышли они в 2010 году. И у нас начали продаваться в 2011 в сентябре. Я увидел рекламу по телевизору в конце лета, в августе. И уже в сентябре какого-то числа получил первый выпуск. Первый выпуск шел с 2 упаковками карточек и одной, и был в такой картонке, фотку я прикреплю. Были, карточки в бустерах. Получается, из этого всего правильный бустер. Сейчас. Так, вот это, кстати, бустеры второй серии. А вот бустеры, которые были с этим журналом, только без вот этой отметки. Вот такие чистые. Вот такие бустеры шли. И внутри карточки. Карточки мы еще, думаю, рассмотрим на канале. Подписывайтесь на телеграм-канал, там будут новости, там будут анонсы и еще скоро будут стримы. Поэтому все там, ссылка в первом комментарии, ссылка в описании. Подписывайтесь на телеграм. Что ж, начнем наш обзорчик. Ой, он, кстати, потрепанный временем. У меня этих выпусков было несколько, где-то 7 штук или 5, потому что все пользовались лайфхаком. Ну, не сразу поняли все этот лайфхак, потому что первый выпуск стоил столько, сколько стоила отдельная одна пачка карточек. Поэтому покупали один журнал сначала, потом фишку просекли и покупали по несколько журналов первых, чтобы купить сразу 2 упаковки карточек, по сути, вместо одной. И кто-то так даже собирал коллекцию сразу, просто закупил там 30 выпусков или 40, и все, изи коллекция. Вот я так уже начал делать с этими супергонками и трансформерами, потому что сразу не просек. И 3 карточки, 8 карточек каждой упаковки. Здесь указаны карточки по теме журнала тоже. Ну, будут в будущем, по крайней мере. Сейчас тут просто рандом. Итак, открываем. И тут должна была быть бумажечка. У меня ее, к сожалению, не сохранилась. Точнее, у меня была одна из 5, но она разрисованная вся. И где-то там, что-то где-то она валялась. Не знаю, уже не могу найти. И вот такая вот брошюрка. Вот что тебя ожидает. 2 журнала в одном. Давайте же ее откроем. Так, она делится вот на такие части. Что будет в твоем журнале? Черепашки против Шреддера. С новыми комиксами. Плюс великий вкладыш на 4 страницы. Короче, тут описывается, что будет в журнале. В принципе, вы можете ставить на паузу и сами читать. Почему бы и нет? Так. Здесь про карточки. Описание карточек самих. То есть об этом мы еще поговорим, когда будет обзор на карточки. Какие карточки существуют. Ну, я думаю, это база все. Это вы все знаете. Бонусные карточки, особые карточки. Вот, кстати, эксклюзив. Могу вам показать, сказать, кто не знает, кто не шарит. Короче, есть вот такие карточки, как ядовитая слизь и ниндзя-фуд пристальный взгляд. Короче, в чем суть? Как вы видите, они чем-то отличаются. Чем? Тем, что здесь нет надписи. Вот тут нет надписи «Светящей в темноте», и тут тоже нет надписи «Светящей в темноте». Прикол в том, что такие карточки существуют. Да, реально. То есть в оригинале, если они вам попадались, тут уже были надписи. Но, оказывается, скорее всего, я так думаю, это не демо, как она, промо-версия карточек, которая есть в Трансформерах Prime, которая есть, по-моему, только в Трансформерах Prime. И в Супергонках еще промо-карточки есть, которые там чуть отличаются от основной коллекции, которых там штук 100. Поэтому вот, и такие карточки тоже были в Черепашках Ниндзя. По крайней мере, вот эти 2. Потому что ниндзя-фуд пристальный взгляд, без надписи, я видел фотку реальную. Поэтому такие карточки есть. Как их можно было достать, я не знаю. Но, по сути, это промо-карточки, вот без надписей. Ну, такой офф-топик, кто не знал. Так, дальше. Во всех киосках, серии 9,95. Кстати, интересно, в Беларуси тут надпись была 9 тысяч, по-моему. Или
сколько-то там тысяч, короче, рублей. Я помню, я офигел тогда. Потом оказалось, что это белорусская брошюрка. То есть печатали для каждой страны свою брошюрку. Это здорово. Так, второй выпуск, рекламка второго выпуска. Сундучок, который офигенно выглядит. Потом мы его тоже рассмотрим со вторым выпуском. Так, тут показывают карточки и, в принципе, все. Но самое главное этого крутого — это плакат. Вот такой плакат. Кстати, у нас в брошюрке ошиблись чуть-чуть. И посмотрите, что сделали с рукой Донателло. Я не знаю, этого многие не замечали. Никто про это даже ничего не говорил. Не знаю почему. В обзорах, по крайней мере. Но смотрите, что тут с рукой Донателло. Это, такой небольшой ляп. Не знаю. Скорее всего, многие не заметили этого. Потому что ни от кого я этого не слышал. Что кто-то сказал, что там с рукой у Донателло. Никто об этом ничего не это. Ну ладно. А как должно быть, там фотка Донателло, редкая, точнее, вот такая вот на синем фоне. Есть оригинальная его поза. Так. Добро пожаловать в канализацию. Рад, что ты решил присоединиться к нам. Главное — открыть журнал на правильной стороне и не попасть к врагам. Здесь в первых выпусках черепахи держат карточки. Тоже отличная реклама и отлично вписывается в общую картину содержания. Как играть с карточками, правила, словарь ниндзя. Я его, кстати, сначала не читал, потом начал читать, потому что иногда забавная фигня тут была. И содержание выпуска. Все это также, повторяюсь, вы можете прочитать, нажав на паузу. Так, дальше. Приключения ниндзя. Очень круто, что для каждого журнала, для каждого выпуска рисовались свои комиксы. Эксклюзивные, потому что таких нету. Они только на русском языке, получается. Прикольно. Тоже можете поставить на паузу, прочитать. Все, надеюсь, прочитали. Так. Черепашки-ниндзя головоломки, меченые. Сколько клинков катана переплетено на картинке, боец в тени, короткое замыкание и все дело в квадрате. Я, кстати, думаю, ребят, может быть, вам в телеграм-канал скидывать сканы каждого выпуска. То есть, что я имею в виду? Я в телеграм у себя буду опубликовывать сканы просто журналов, просто вот так выпуск, и в полном, в HD качестве, в максимальном разрешении, красиво вы сможете открыть у себя на компе журнал и, в принципе, сами его полностью почитать. То есть без видео, а просто фотки, сканы журнала. Кому это интересно, то, в принципе, можете поставить лайк, поддержать идею. Может быть, что-то из этого выйдет. Ладно, боец в тени. Какая из теней по цифрами от 1 до 5 совпадает с отпечатками майки. Дерущегося майки. Короткое замыкание. Двигаясь по желтым тропинкам, старайся переместиться от одной лампы к другой. Ну, кстати, интересное, в принципе, задание для детей. В принципе, неплохо. Типичное, как в Человеке-пауке. Тоже, в принципе, то же самое. Пойдет. Откуда на картинке справа выпали квадраты, показанные внизу? Ну, пойдет. Так, дальше. Истории с канализацией. Кстати, я их тоже сначала не читал, потом какую-то одну я прочитал, и мне понравилось, я перечитал во всех журналах. Это было здорово. День черепашек. Тут, короче, история о том, как черепашки-ниндзя превратились в ниндзя. Поэтому читайте, кому интересно. Черепаший юмор. Так. Зачем нужны кроссовки? Чтобы бегать кросс. Понял. Что делать, если вам встетилась? Отлично, еще одна ошибка. Что-то они, походу, спешили с этими журналами, потому что что-то уже 2 ошибки за 1 номер. Что делать, если вам встретилась зеленая черепашка? И дать ей созреть. Окей, ладно. Это прям такое. Как заставить жирафа смеяться в субботу? Рассказать ему анекдот в четверг. Ну, вот это забавно. Кто из черепашек самый ревнивый? Дон Отелло. Ладно. Я, походу,
Жираф. Ладно, так. И отыщи внутри Кейси Джонса. Биография, это прикольно тоже. В принципе, можно, если у вас нет интернета, то можно вычитать какую-нибудь информацию о персонажах, которые вы не знали о них. Например, рост Донателло 1,57 м. Не знаю, где это описано, кстати, в черепашьей Википедии об этом есть или нет. Вес 81 килограмм, оружие палка Бо, база канализация, сенсей Спринтер. Ладно. Ну, кстати, в следующих выпусках, там, начиная с какого-нибудь 20-го, по-моему, тут биография получше становится, поинтересней. Так. Ну, тут мы читать не будем. И тут просто что-то типа цитаты философской мысли. Солдаты Фут не задают вопросов, выполняют задания, служат Шредеру. Ладно. Так, ну давайте... плакат мы посмотрим после второй стороны. Вот это, кстати, было удивительно и круто. То, что они сделали, гениально. Журнал делится на две части. По сути, страниц столько же, как в Человеке-пауке, но поделено на две части. На плохую сторону и хорошую. Это прикольно сделали. Именно с черепашками это сделали. Это круто. 2003-ми, на секундочку, моими любимыми. Так, опасный Шредер. Поехали. Так, Шредер. Тут, кстати, можно очень интересную информацию вычитать. Когда я повзрослел, это уже можно прочитать для ознакомления. Ознакомление, тираж 500 тысяч экземпляров. И с каждым выпуском тиража становилось все меньше. Кто, кстати, знает... Точнее, нет, я не так сказал. Кто знает? Наверное, еще из этих 500 000 журналов есть те, которые до сих пор не распакованы. Ну, в этой картонке там лежат. Я думаю, из 500 тысяч за, получается, сколько? 10 лет прошло? За 14 лет. За 14 лет, ну, в принципе, я думаю, что еще где-то есть, где-то лежат те самые нераспакованные журналы. Думаю, да. Ладно. Так, присоединяйся к нашей борьбе за истребление зеленокожих уродцев-мутантов. Окей, ладно. Фуд-викторина. О, вот эти викторины мне нравились, это прикольно. Старт. Какой твой любимый цвет? Черный, розовый или желтый? Ладно, давайте пройдем. Так. Какой твой любимый цвет? Розовый или желтый? Черный. Ну, розовый или желтый, мне нравится этот фиолетовый. Как ты расправляешься с врагами? Общаешься с ними, уничтожаешь? Общаюсь. Дипломатия – это выход. Как ты проводишь свободное время? Компьютерные игры, обучаюсь искусству ниндзя. Компьютерные игры. Что тебе больше нравится? Яркий солнечный свет, темнота и мрак. Яркий солнечный свет. Что ты думаешь о черепашках? Очень милые, подлежат уничтожению. Очень милые. Милые. Презренный негодник. И ты еще смеешь называть себя ниндзя, прочь с моих глаз. Блин, обидно. Ну, ладно. Пишите в комментариях, как вы прошли этот тест. Так. Истории Шредера. Интересный комикс, который я не помню о чем, но думаю, он интересный. Насколько я помню. Читайте. И мы продолжаем. Не забудьте, кстати, между паузами ставить лайки под видео, там, не знаю, подписываться на телеграм-канал, ссылка есть в описании, если что. Так, коварные головоломки. Это страшные драконы, и тут одна головоломка, и иногда тоже такое делали. Одну головоломку, если она большая, запихивали на одну страницу. Но тут, блин, можно было вторую сделать, а не просто вот Шредера наполовину реально страницы сделали. То есть не захотели третью головоломку, четвертую впихивать. Ну ладно. Это страшные драконы. Посмотри на две картинки с изображением банды, орудующей на улице. Сможешь найти 10 отличий. Ну, ищите отличия, ребят. Дальше. Война слов. Только посмотри, какой заковыристый сканворд. Составили для тебя настоящий ниндзя. Отыщи-ка все слова. Ну, давайте что-нибудь отыщем. Так. Скачок, сила, тишина, удар. Баланс.
Сейчас. Ладно, идем дальше. Замаскированный. О, ну тут иси. Под каким из 8 шлемов скрывается настоящая маска Шреддера? Так, тут зеленые глаза, тут кривой этот, тут на шлеме шлем острый, тут он какой-то железный человек. Вот либо 5, 6 тут перо. О, 7 тут... А как это назвать, кстати? Лицевая часть, наверное, у него такая выпрямленная. И 8 глаза... Вокруг глаз у него тут фиолетовая. 5. Отлично. Решили вместе. Дальше. Подземная жизнь. Легенды зла. Читайте, ребята. Прочитали. Поставили на паузу. Ужасные рисовалки. Я тут даже и не пытался. Но можно нарисовать Шреддера. Только не смей рисовать зеленым. Меня ненавижу этот цвет. Перерисуй Шреддера клеточка за клеточкой в нижнюю сетку и создай свой шредевр. Отлично. Можно и, в принципе, нарисовать. Так, ну и самое тут интересное, самое большое в этом журнале, в принципе, это, естественно, плакат в каждом выпуске, в котором налеплена куча персонажей, очень много, где у нас предлагается найти на картинке этих персонажей. Кстати, с какого-то выпуска у них тут поплыло все к чертям, и у них картинки не соответствовали, не были на одном уровне, короче, картинка с текстом. Так что, вот. Так, и давайте я вам покажу всю картину, как она выглядит. Так, прикольно. Куча персонажей, очень много, и это прикольно выглядит. Так, и тест. Проверь себя, ответь на наши каверзные вопросы. И ответы внизу. В общем-то, вот так. Ну что ж, это все, что было в этом журнале. Могу, в принципе, реально делиться сканами журналов с вами в телеграм-канале. Подписывайтесь на него, там все решим, там будем общаться. Там есть чатик, кстати. В чатике можем тоже пообщаться. Так что вот так. Ждите, наверное, обзор сразу на второй выпуск. Предлагайте что-нибудь в комментариях, что, может быть, еще обозреть, что показать, что сделать. На связи в комментариях и в телеграм-канале. Всем спасибо, ставьте лайки. А кто не подписался, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик для уведомлений. Всем пока!